Друзья, здравствуйте! Меня зовут Евгения, это канал Global Team US, и я хочу познакомить вас с нашим новым гостем, инвестором, флиппером Денисом, который имеет несколько объектов недвижимости в Иллинойсе, причем разной категории и в разных районах. Здравствуйте, Денис! Прежде чем мы начнем говорить про дом в Пиори, где мы встречаемся с вами, я хочу вас спросить про вашу квартиру в Чикаго, из-за которой я получаю постоянно претензии. Какого рода? Денис продает квартиру в Чикаго, которую сам отремонтировал и жил в ней. И сейчас ее продает, потому что находится у нас в центральном Иллинойсе. Но его цена настолько низкая, что люди не верят, что это правда. И все время мне пишут: хватит публиковать фейк. Денис, подтвердите, что вы владеете квартирой в Чикаго, которую я выкладываю, и сейчас покажу ее кадры лично. Квартира в Чикаго моя. Я там жил зимние месяца, наверное, с октября до января, ремонтировал ее. Но планы сильно поменялись из-за изменившейся политики в США с тем же Трампом. Когда я покупал этот дом же я купил раньше, потом купил квартиру в Чикаго. Я планировал и этот дом, и квартиру сдавать в аренду и иметь пассивный доход, потому что я работал на траке, достаточно неплохо зарабатывал и планировал работать на траке дальше. И те деньги, которые появились у меня и появлялись бы в будущем, я планировал вкладывать в объекты недвижимости, потому что это достаточно надежный пассивный источник дохода. И когда ремонтировал квартиру в Чикаго, Айс, Трамп начали какие-то миграционные рейсы проводить, миграционные рейды проводить. У меня несколько знакомых, кто работает на траках, попали в детеншн. Мне это очень не понравилось. У меня был свободный капитал, я решил продать трак, продать трейлер, и пока на время, пока политика США не изменится в отношении мигрантов, уйти с тракового бизнеса и заняться ремонтами. Поэтому ту квартиру сейчас я хочу продать, чтобы вывести те деньги, которые я затратил в нее, потому что купил достаточно дорогой объект под заработок. То есть после ремонта я планирую на нем заработать после продажи этого объекта. То есть если там дом и квартиру я покупал, чтобы отремонтировать, иметь объект по цене ниже рынка, который я смогу сдавать, и там относительно моих затрат у меня будут достаточно высокие проценты возврата капитала на год, да, то с тем домом я теперь, после изменений политики США миграционной, теперь я планирую заработать с самого ремонта. То есть ремонтируешь, продаешь. Вот, поэтому ту квартиру я продаю. По большому счету я ее продаю за те деньги, которые я в нее вложил, с небольшой маржей. Но и то у меня уже немного поджимают сроки. В Пекине, в Иллинойсе, здесь, где я купил большой хороший дом для ремонта, из администрации уже интересуются, когда я приступлю к ремонту, начну заниматься этим домом. Вот, поэтому сроки меня поджимают, и я не ставлю какую-то большую цену на эту квартиру. Я просто хочу вернуть свои деньги, которые я вложил в эту квартиру, и, может быть, небольшую стоимость за услуги там за мою работу, за мое время. Потому что я потратил около 3 месяцев на ремонт. Вот. Хоть и не сильно интенсивно занимался этим, пока в Чикаго был, все равно отдыхал. Второй важный вопрос, который мне задают. Что там за район? Ну, не может же недвижимость в Чикаго стоить $55 000. Что это за район? Расскажите, что это за район, как человек, который лично там жил. Район неплохой, район мексиканский, поэтому я и сталкивался там вот один раз я столкнулся с Бовиной, да, с офицером. Вот, потому что район мексиканский, очень много мексиканских магазинов, мексиканского фастфуда, супермаркетов больших мексиканских. Я думаю, 70% жителей, кто имеет квартиры или снимает квартиры, живет в этом доме, это испаноговорящие ребята. Я хочу, кстати, добавить, что в этом районе, помимо мексиканцев,
там это такой бульвар Пулавский, есть там большая польская община. Да, И кстати, польские магазины, рестораны, Да, и, да, там, да. и в том числе, кстати, там же находится, я знаю, польскоговорящие, польские управления недвижимостью, агенты, кто могут, например, сдавать в аренду, там же там нотариус, которым мы, например, пользуемся, тоже поляк, и это все вот как раз в районе этой квартиры. Там двое соседей живут. Я не знаю, где, в каких квартирах они живут, я не спрашивал. Я на парковке встречал, ну, услышал сразу акцент российский. Мне надо было подойти спросить. Я хотел на парковке располагать на 2 парковочных места машину и прицеп. Вот. И услышал какой-то акцент знакомый, подошел, спросил, оказывается, там женщина живет, ну, порядка, ну, может быть, 50 лет, хорошая, добрая женщина, я с ней пообщался. Поляк там тоже живет, мужчина взрослый, который, как я понимаю, следит тоже, там он завхоз или кто в этом доме. Ну, какие-то, я думаю, на себя берет обязанности за отдельную плату и проживает в этом доме тоже добрый добряк. Узнал, что я из России, тоже постоянно со мной здоровается, улыбается, спрашивает, как дела. У меня за 3 месяца ни одного вопроса не было к ним, никто там мне в дверь не постучал ни разу, на улице никто там не орал, ничего не делал. Один раз дети, дети баловались на улице, об дом разбили несколько бутылок. Я хотел сначала их остановить, потом подумал, какая разница для меня, пусть что хотят, то и делают. Вот, и на следующий день увидел соседа, белый парень моего возраста, который просто ходил и подметал с дорожки эти осколки. Мне стыдно тогда стало, что надо было, конечно, одернуть этих детей и объяснить, что так делать не надо. Ну, больше я такого не видел, каких-то проблем, потому что постоянно зимой, это же зима снежная, была холодная, постоянно все просыпают солью, все дороги, все дорожки пешеходные около этого дома. Сейчас косят газоны, как бы там достаточно опрятно и Я хорошо хочу выглядит. отметить, что там стоит много велосипедов, что тоже показатель, то есть их не воруют. В доступности, там, может быть, в 5-минутной доступности все есть. Я там в тренажерный зал, в Planet Fitness ходил, Walmart, я не знаю, все магазины запчастей, Лавис, Home Depot, все в доступности ближайшей. Скажите, пожалуйста, сколько там стоит коммуналка, да, ХОА, ежемесячное обслуживание квартиры, в которое входит электричество и вода? HOA там стоит $300, но в эти $300 не входит электричество, входит вода. Угу. Ну, а по большому счету платежей каких-то там больше нет, только электричество. Все остальное входит в HOA, $290. Угу. А скажите, пожалуйста, там есть же парковочные места? Да? Нормальная, облагороженная, заасфальтированная, не самая новая, но как бы без каких-то катастрофических повреждений. Вот. И стоимость одного парковочного места $50 в месяц. На квартиру по умолчанию доступно 2 парковочных места, но если нужно больше, идешь в как это, HOA, то это администрация HOA билдинга, и спрашиваешь, тебе предоставляют. Кстати, в продолжение темы вы сказали латиноамериканцев и мексиканцев, кто живет по вашей квартире, обратился человек испаноговорящий. Он, кстати, звонил и вам, и мне звонил, он сказал, что с вами говорил. Его проблема, что он не может говорить по-английски, и вот сегодня с ним должна поговорить моя дочь. Они назначили разговор. Так что вот такой вот казус интересный, что он говорит, не могу по-английски. Он пытается спросить, но не может. Скажите, пожалуйста, за какую сумму можно эту квартиру сдавать в аренду? Ну, можно сейчас открыть, посмотреть, за сколько сдается. Зимой я когда там жил, я постоянно мониторил квартиры. То есть там же много квартир в этом доме. И я так понимаю, что большинство из этих квартир сдаются, потому что за 3 месяца я видел там 4 или 5 объявлений, что новые квартиры выставляются на сдачу. Стоимость разная, потому что площадь квартир разная. Я так понимаю, там есть однобедрумные квартиры 75 квадратных метров, ну, 750 скверфут. И есть two-bedroomные квартиры по 900 скверфут или 950, не знаю, как у меня. А у вас? Но у меня 900, ну, я не знаю точно, там 900 или 950, я не знаю, как они там И у вас считают. две Но у меня спальни и две two-bedroomная, да, ванны. да, two-bedroomная большая квартира,
То есть те квартиры, которые 750 square feet однобедрумные, они сдаются там, за 1100, может быть, за 1000 я видел. А two-bedroomные квартиры сдаются, ну, при мне пару вариантов сдалось с ремонтом не лучше, чем у меня, за 1400-1450. Ну, будем говорить, что даже хуже. Вот то, что я видела, на самом деле, действительно, ваш ремонт, он как бы очень выигрышно смотрится на фоне других предложений, которые я, по крайней мере, видела, но вы можете сами сравнить. Ну, я считаю, достаточно неплохо получилось все. Да, понятно, я там не обновлял прям все, да, это был косметический ремонт в квартире, потому что в основном и вода, и канализация, все такие основные базовые вещи работали уже исправно. Я все проверил, проинспектировал, где какие системы требовали инспекции и ремонта, я это починил. Вот, и просто обновил внешний вид квартиры. И квартира большая, достаточно светлая, много света, комфортная. Кухню, тем более, я обновил, там, в принципе, комфортно находиться. Я в Огайо же живу сейчас, ну, не сейчас, сейчас здесь ремонт пока делаю в Иллинойсе, но основное место жительства у меня в Огайо. И у меня там дом, в принципе, ремонт там, наверное, несколько похуже, чем в той квартире, что в Чикаго я сделал. Поэтому я так рассуждал, что непонятно, что с политикой американской будет. Вот я зимой это и рассуждал, как делать дальше, правильно идти в трак все-таки заново, или, ну, придерживаться того плана, или полностью уходить во флиппинг, покупать серьезные проекты под серьезный ремонт, под большой заработок. Вот. И думал, что в крайнем случае я могу просто жить в этой квартире без каких-то проблем, платить эти $300 в месяц HOA, перестать арендовать дом в Огайо там, за 1500. И мне было бы абсолютно комфортно там, с точки зрения там, всей инфраструктуры и комьюнити людей, которые там проживают. Друзья, если вас интересует квартира в Чикаго за 55 тысяч в хорошем состоянии после ремонта, то напишите мне, и я вас с удовольствием свяжу с Денисом, который расскажет вам все подробности о ней, так как сам лично ей пользовался. А сейчас переходим к его дому в Пиоре. Денис, расскажите, это ваш дом в Пиоре, который вы приобрели довольно давно, но приступили к флиппингу и приступаете только сейчас. Чем вас привлек этот дом? Почему вы его выбрали? Ценой адекватный район, нормальный и достаточно спокойный. Больше ничем он меня не привлекал. Ну, я имею в виду, что обычный стандартный дом, старый дом, там 900 какого-то года он постройки. Вот, таких очень много в Америке, стоит недорого, просто нужно выбирать более-менее в каком-то нормальном, спокойном районе. Что собой представляет этот дом? Сколько здесь спален? Здесь 3 спальни, один большой living room, дом где-то 130 квадратных метров. Дом представляет из себя старое строение, старый дом, там, 900-х годов. Вот. Сейчас планирую все зашить, выровнять гипсокартоном, покрасить. Все коммуникации, по большому счету, я провел. Заново сделал из экс-труб воду, поднял на второй этаж. Холодную пока только. Сделал вентиляционные трубы для отопления HVAC и AC-системы. В принципе, по большому счету, нужно заниматься. Правильно все. Скажите, пожалуйста, а в доме был котел, когда вы его покупали? Ну, был сломанный котел, отопления не было. Я купил бэушный котел, порядка $400 он стоил. Установил его, и отопление появилось в доме. Но там еще в подвале был сломанный котел, валялся просто на боку. Я решил с ним тоже разобраться, но мне интересно было, работает он или нет. В итоге заказал, заказал плату управления новую за $50 на Амазоне, и он заработал. Сейчас у меня 2 котла получается. Ну, один установлен, один стоит. Надо будет его продать. Скажите, пожалуйста, а что планируете делать с домом после ремонта? Планируете его сдать в аренду и продать или какая у вас стратегия? Ну, это же третий объект, который у меня сейчас в наличии есть. И
Я купил в январе большой дом в Пекине, здесь, в Иллинойсе. А, Туда нужно будет выделить средства на ремонт. Я думаю, порядка 60-70 тысяч долларов. Вот, поэтому планы продать этот дом, продать первую квартиру, которая в Чикаго, и все деньги эти пустить на ремонт дома большого в Пекине. Сколько у вас ушло на закупку материалов? То есть я вижу, что у вас уже в доме, в принципе, материалы закуплены. Какой порядок вот получился на вот такой трехспальный дом? Много, я, наверное, потратил, может быть, тысяч 10, и, может, еще тысяч 5 потрачу. Вот. Но не учитывая кухню, я кухню из Пекина перевезу. Там хорошая кухня, но там, ну, там дом дорогой, хороший, там нужно будет делать новую кухню, современную, хорошую, большую. И ту кухню старую я перевезу сюда. Ну, она отлично выглядит, в хорошем состоянии. То есть я не знаю, сколько кухня стоит на вторичном рынке, если брать. Может, 3, наверное, 4 вот сэкономил. Так что порядка 15 тысяч у меня уйдет сюда. Какие сроки на ремонт вот вы закладывали, если ремонтировать не наездами, регулярно? Ну, если прям заезжать, делать, постоянно, не отвлекаясь ни на что, я думаю, недель 6 такой дом ремонтируется. Вот. Ну, у меня нет возможности приехать на 6 недель сюда и все делать, поэтому я приезжаю там на неделю, занимаюсь, потом уезжаю по делам. Скажите, пожалуйста, вот, то есть в то время, когда вы отсутствуете, дом стоит закрытый, были ли какие-то поползновения, попытки что-то украсть? То есть насколько это приличный район? Нет, я дом купил ну, почти год назад, наверное, и пока работал, не занимался домом, дом стоял заколоченный, и в один момент я приехал проверить, все ли здесь нормально. Ну, здесь ничего не было, ни оборудования, ни материала, ничего. И здесь была девушка посторонняя, homeless. Вот, мы с ней поговорили, я попросил ее покинуть мою собственность, она ушла. Я по надежной все заколотил и уехал. А с тех пор, как я, наверное, месяца 3 назад сюда привез оборудование, инструмент, материал начал завозить, двери, окна, что-то такое. И не было никаких вопросов. Были ли у вас какие-то вопросы от города Пиория, Да, поскольку у вас дом долго стоял огромное пустующий? количество вопросов было. Какие? Перечислите. Дом стоял заколоченный, оказывается, нельзя, чтобы были заколочены элементы там окон или дверей больше 3 месяцев в Иллинойсе. Вот, я приходил на суд здесь, общался, но меня в курс не поставили, в известность сразу. И по истечению там 8 месяцев выкатили штраф какой-то за то, что дом был заколочен. Мне пришлось прийти на суд, пообщаться с судьей, объяснить, что я вообще не знал, что так надо было. Мне выписали $100 штраф, как бы на этом закончилось. И по поводу мусора, как только начал заниматься этим домом, выкинул мусор на строительный мусор. Там доски, дерево какое-то, гипсокартон старый на задний двор. И мне предъявили за это. Вот, тоже выписали какой-то там штраф, и я убрал все это. По большому счету больше не было никаких вопросов. То есть никаких там пермитов, разрешения от города вам получать не требовалось. Вы как собственник делаете все самостоятельно. Ну, я сейчас занимаюсь пермитом по поводу ремонта крыльца. Э, Я отправил заявку письменную в администрацию на ремонт. Мне ответили по имейлу, спросили там 2 вопроса, уточнения по пиломатериалу, который я буду использовать. И вопрос был, что ступеньки крыльца должны быть от сайдволка минимум 3 фита. Здесь по всей улице ступеньки у всех домов, с каждого крыльца выходят прям вплотную с сайдволку. Я написал об этом, спросил, как мне поступить, потому что я же не планирую строить какое-то новое крыльцо или расширять его. Я вообще ничего не делал, отремонтировал все это. Администрация требует, чтобы я крыльцо починил. Поэтому какие-то нужны разъяснения мне, что мне делать с этим крыльцом. Я могу вообще в сторону сделать выход на это крыльцо, ну, принципиально. Вот просто некоторые вопросы не совсем понимаю, как здесь устроено в Америке. Вот, приходится все изучать, разбираться по наитию как-то.
методом проб и ошибок. Ну, насколько легко или трудно взаимодействовать с администрацией города? Приволжья, в Да частности. вообще ничего сложного. Насколько они откликаются, идут навстречу, помогают, там, разъясняют. Откликаются все работники, там, начиная там от судов, заканчивая билдинг-департаментом. Если что-то не понимаешь, если проблемы с языком, они могут позвонить в структуры какие-то с переводчиками и предоставить переводчикам бесплатно, без каких-либо проблем. Но у меня в основном все заканчивается на подсказках там GPT-чата. Спрашиваю какие-то вопросы, прихожу, уточняю, так ли это. Говорят, да, так. И все, начинаю какие-то процедуры делать. Никаких проблем, все. Помогаю, все делать. Знакомы, познакомились ли вы с кем-то из соседей? Потому что соседи вообще активно же тоже общаются, когда делаешь флиппинг. Да, познакомился напротив, через дорогу два дома, там как бы одна семья большая живет, мексиканская. Ну, нормальные ребята, с ними общаюсь. В соседний дом, вот в этот, заехали, может быть, неделю назад, тоже ребята. А, Мексиканцы жили до этого, и сейчас, по-моему, тоже мексы. Здесь вот три дома подряд же стоят, мой, соседний еще один. И через дом вот этот третий дом, он тоже флипится. Как я понимаю, смотрю, иногда там мебель какую-то заносят, что-то мусор какой-то убирают. Вот, так что на улице вот, стояло два дома, мой и через один дом, как бы, в плохом состоянии. Вот кто-то купил тот дом, я купил этот. Сейчас устанавливаем как бы нормальная улица, получится нормальные соседи. Ну, не лакшери район, абсолютно нормально, безопасно. А скажите, пожалуйста, какое у вас, кстати, ощущение от города Приволжья вообще, вот ваше, насколько вам он приятен, симпатичен или какие? Ну, мне понравился город. Город небольшой, чистый, аккуратный. Есть районы подороже, смотрятся, конечно, дома там получше, посимпатичнее, но и стоимость всех домов далеко за 200, за 300 тысяч долларов. Вот. А так в целом этот дом расположен, может быть, там, в 2-3 минутах от самого центра города. Вот. Центр весь чистый, ухоженный, красивый. Здесь, на этих улицах, тоже постоянно раз в неделю приезжает машина, чистит тротуары от песка, щебня, чего-то такого. Дороги чистят, подстригают газоны везде, где газоны не принадлежат каким-то домам. Мне сам город понравился, Пиоли. Я не думал, что в таких небольших городах как бы есть цивилизация. Здесь есть все, по большому счету. И когда я квартиру первую в Чикаго ремонтировал, меня беспокоило, что в то время выпало на какие-то рейды миграционные в Чикаго. Меня это беспокоило. Хоть я как бы и белый, и парень похож на американцев, но однажды там я встретился с Бовиной лицом к лицу у Walmart там рано утром. Мне это не понравилось. Здесь я ни разу не встречал какого-то давления там от полиции, правоохранительных органов. Один момент был, у меня на заднем крыльце чувак какой-то сидел. Я подошел, попросил его уйти. Он что-то долго сильно собирался. А соседка у меня через дорогу, мексиканка, она прям очень боевая. Она увидела это и дала его прям прогонять. Я такой говорю, да, все нормально, вроде сейчас уйдет. Она в это время вызвала копов. Приехало там 5 машин полицейских. Спросили у меня, ну, как меня зовут. Я сказал. Они посмотрели, что я собственник дома. И все, парни помогли уйти. Ну, как помогли, он как бы собирался, все, уходил. Вот, просто шума какого-то нагнала соседка. Я просто не думал, что так серьезно реагируют правоохранительные органы на какие-то такие бытовые Ну, он нарушил действительно конфликты. privacy, то есть Да, это я же частная территория. после этого я понял, что, ну, есть такое понятие, как траспассинг в США, и как бы это проникновение частной собственности, это достаточно серьезное правонарушение. Вот, поэтому, наверное, мексиканская моя соседка не стала с этим мириться и быстро решила вопрос. Для меня это особо не напрягало. А знаете, здесь в основном живут арендаторы или собственники сами, вот в частности, это сосед. В этих двух домах собственники живут. Мгм. Соседка 20 лет здесь живет, и ее то ли брат, то ли дядя купили вот соседний дом лет 5 назад, она говорила, по-моему, там году в 2020.
Вы проверяли среднерыночную стоимость домов вот в вашем районе, сколько она составляет? То есть за сколько планируете продать этот дом? Мало домов здесь продается. Не знаю почему. Дома недорогие, порядка, ну, выставляют на продажу там порядка 40, 50, 60, 70 тысяч, вот такие дома. Смотрел, есть. Через две улицы там какая-то какая-то локация историческая, как я понимаю, там кирпичные дома стоят старые, там 800-х годов. И, насколько я знаю, там какие-то достаточно известные личности американские жили, и дома продаются там по 300, по 400 тысяч долларов. Вот два дома я там видел, продавались. Стоимость аренды в этом районе? Смотрел на Зилу сам примерно. Я думаю, с тем ремонтом, который я здесь запланирую, около $1000, я думаю, можно будет извлекать. Ну, обычно такой дом даже больше. Ну, 1200, я да, всегда, больше. когда что-то планирую, рассуждаю на какие-то темы в будущем, ну, я закладываю минимальные сценарии. Можно будет сдать, я думаю, и за 1200, за 1300. Но Ну, от 1000 я 1000 долларов. обозначаю, это те деньги, которые можно будет плюс-минус там $100 извлекать из этого дома, за исключением каких-то небольших трат там на содержание, на, может быть, пострижку газона и А сколько вам обходится, вот тем более у вас был зимний период, я не знаю, у вас все было отключено, электричество, газ, сколько вы платите, если вы уже их подключали? В феврале у меня дом стоял теплый, в феврале холодно было. Это, наверное, самый холодный месяц был в этом году. А, Электричество почти не работало здесь, только, наверное, газовый котел. И по большому счету, наверное, все. У меня вышло два билла за февраль и март на $600, но там мне сказали, что нужно сделать депозит. То есть $150 оттуда это мой депозит. То есть порядка $450 за 2 месяца. Как бы, я считаю, это для зимнего периода немного. С учетом того, что дом стоял, там какие-то щели в подвале были открытые пространства из подвала, из холодный воздух поднимался, двери были не особо герметичные, щели. Вот, поэтому после завершения ремонта я думаю, что счета будут даже в зимний период небольшие. Всего в комплексе, я думаю, долларов 150, может быть, 200 максимум будет с водой. Мгм. А Всё. скажите, пожалуйста, легко ли было? Вы же впервые, до этого вы не пользовались компанией Мирен, вы впервые здесь подключали электричество, открывали счет, да, электросчет. А легко ли это было сделать? Нет, нет. Интересный нюанс, когда начинаешь чем-то заниматься, вот тем более в Америке, в другой стране. У меня есть большой опыт взаимодействия со всякими там службами в России, да, и ремонтировал много чего в России, как бы опыт имеется. Но здесь из-за того, что язык не идеальный, английский, не знаешь, как все устроено, как все работает. Я вот поехал в центр города, у них там офис есть, Мирен. Я зашел туда, мне охранник дал номер телефона, сказал, тебе надо позвонить и пообщаться. Я сказал, что я приехал поговорить лично, потому что по телефону сложнее разговаривать, чем тет-а-тет. Он сказал, ничего страшного, позвони, попроси переводчик, тебе там дадут переводчик. Я позвонил, в принципе, мне вопросов никаких сложных не задали, я а, переводчика подождал порядка там 2 минут. Они не успели еще переводчика найти, я сказал, перебил их, говорю, давайте попробуем пообщаться. Я думаю, я же вообще не вообще без языка, я просто некоторые термины, нюансы могу не знать, как на английском будет. Ну, в принципе, мы поговорили на английском, назначили дату, приехал электрик подключать дом. Вот, кстати, тоже нюанс был, дом стоял долго без хозяев, и Амирен убрал счетчик, старый счетчик стоял. Вот, и здесь, видимо, какие-то новые правила, может быть, во всей Америке, может быть, в Иллинойсе, может быть, в городе в этом, в Пиоре, что им нужно сейчас устанавливать для Амирена счетчики, ну, коробки под счетчик, какие-то там специальные. Они дороже, чем обычные коробки. То есть у меня $1800 ушло подключение. Ну, я заплатил электрику, электрик приехал, установил новую коробку, все сделал. После этого я позвонил в Амирен. Приехал парень и без каких-либо вопросов подключил дом. То есть сложного ничего нет, просто нужно совсем разбираться. Это интересный квест. А как газ подключали? Газ же лично приходит подключать. А,
перед тем, как подключили газ, я с чего начал, когда вообще дом этот как бы выводил в эксплуатацию, то есть ну, тепло обеспечивал электричество и воду. Я в подвале сразу проверил, что газа нету, в системе газ не подключен. И прямо на входе у меня первое колено газа в подвале с улицы. Я его раскрутил и поставил там клапан, valve, включатель для газа, чтобы в дальнейшем, если я какие-то манипуляции производил с газовой линией, чтобы мне не нужно было куда-то звонить, чтобы мне отключали газ снова. Вот. И когда я звонил в Амерен, они спросили, подключить только электричество или газ тоже. Я сказал, ну все, можно в принципе подключить. Приехал работник, сказал, что нужно поставить специальную коробку для счетчика, для электричества, чем я потом начал заниматься. А газ он подключил сразу, там клапан на улице, он открыл его. Это мы находимся на первом этаже дома, и я вижу, что вы здесь немножко сделали изменения, да, то есть вы снесли одну стенку. Да, Верно? получается так, да. А зачем? Потому что маленькое какое-то здесь пространство было, и решил сделать объединенную кухню-гостиную. Кстати, очень интересное решение, оно гораздо современнее, чем эти анфиладные комнаты, которые популярны Да, то в старых наверное, домах. проем я планирую заложить, здесь будет угловая кухня стоять, а здесь будет пространство, как бы можно будет поставить диван, поставить дайнинг-рум сделать, скажем, зону, и повесить там какой-нибудь телевизор, тумбочку поставить, было бы достаточно комфортно и удобно. Сложно ли было, скажем так, сносить стенку? Вы сказали, что вы добавляли какую-то балку. Да ничего критичного, просто надо было на атике работать, на чердаке, там очень низко, мне с моими габаритами не очень удобно было. А так, да, я установил там балку, ввел достаточно такую массивную, вот, чтобы нагрузку снять с этой стены, и разрезал. Я сначала пропиливал все стены, все стойки, чтобы посмотреть, будет ли что-то проседать или нет. То есть вот у меня пилы есть там порядка 1 миллиметра толщиной. То есть срезы были 1 миллиметр. У меня порядка двух недель стояла так стена, и я смотрел, как-то будут нагрузки перераспределяться, будут ли закрываться эти пропилы. Но нет, все надежно, все в порядке. 2 недели дом стоял, еще снег, наверное, тогда был. А что вы будете делать с полами? На первом этаже, за исключением комнаты жилой, кухня, ванная комната и living room буду использовать LVP, как называется, виниловый пол. Я уже купил, то есть как ламинат, да, как доска ламината, только он waterproof. Водонепроницаемый Да, влагу не ламинат. боится, то есть можно на кухне использовать, грубо говоря, залить его водой, и его не поднимет, он не спучится, как деревянный пол. Вот. А это что у вас, для чего эти? Это подкладка, рулоны подкладки, пол-инча под ковры. Вот, ну, ковер тоже большой лежит, огромный рулон взял. Этим ковром я буду жилые комнаты укрывать, и, соответственно, под ковер подкладывать вот эти подкладки, чтобы комфортнее было, мягче наступать. То есть первый этаж вы делаете ламинатом водонепроницаемым, а второй этаж со спальнями будете использовать ковролин. Да, да. Ну и на первом этаже одну комнату тоже. Расскажите примерно, сколько, есть ли отличие по цене между ковролином и водонепроницаемым ламинатом? То есть что дороже, что дешевле? Сильно разницы большой нет. Я думаю, что ламинат, вот который я взял, будет по цене, может быть, немного дороже, процентов на 20, на 30. Но я не знаю, надо считать. Помните, очень сколько пристально. стоил квадратный Я, фут или метр? я купил на ламинат, я потратил порядка там $1000. И я купил 2 цветов ламинат, около 550 скверфут. У меня такой молочный цвет натурального дерева, такой как бы достаточно популярный сейчас. И на санузлы я взял серый ламинат, вот этот,
Он не ламинат, он винил, лакшери винил, ленд называется, LVP. Да, он LVP называется. Вот. И я его взял как бы на маркетплейсе. В Home Depot или где-то в таких магазинах в сетях он стоит существенно дороже. Я бы потратил, может быть, 1002-2,5 на тот объем, что я взял. А ковер я тоже взял с какой-то там безумной скидкой, процентов, наверное, 70. Не помню, где в Лависе или в Home Depot. Случайно ходил, что-то там выбирал кисточки, краски, еще что-то. И смотрю, скидка большая висит на ковре. Вот, я по артикулу посмотрел, на сайте этот ковер стоит около там двух долларов за скверфит, а цена была указана со скидкой около там 60 центов за скверфит, то есть в 3 раза дешевле. Вот. Но я подумал, что это ошибка какая-то уже, ну, забрал весь ковер этот, что был, и уже готовился воевать там на кассе, что мне скажут цену в 3 раза больше. Вот. Но вообще вопросов никаких не возникло. На кассе тоже посчитали ту цену, которая была указана на ковре. И я за него дал около там 500 долларов. Ну, мне хватит на полдома. Пользуетесь ли вы какими-то скидками Home Depot, Menards, которые они предлагают постоянным покупателям? Ну, я люблю Минардс. В Чикаго недалеко у меня от дома тоже был Минардс. Я туда ездил постоянно. Здесь Минардс чуть подальше. Здесь где-то 15 минут езды до него. И поэтому иногда в Лаве заезжаю, который там в 7 минутах езды. Вот. Но в основном в Минарсе там прибавит программа вот это. 11% они возвращают, собираешь чеки, отправляешь по почте, и 11% от твоего чека они присылают тебе в виде каких-то там баллов. Я еще не пользовался, я И собираю эти чеки. баллы приравниваются к долларам, то есть ты Да, можешь на них да, у действительно меня там. порядка там 500 долларов сейчас лежат чеков на порядка там 500 долларов вот этой скидки. То есть я их сейчас после того, как закончу этот дом, соберу все эти чеки, чтобы в одном мейле отправить на их адрес, чтобы они мне там одним чеком тоже прислали ту сумму, которую я могу потратить в магазине. А что это за труба? Скажите. Это вентиляция, система HVAC, отопление на 2-й этаж. Здесь в доме не было этих труб, проложенных на 2-й этаж. И 2-й этаж прогревался за счет того, что теплый воздух поднимался на 2-й с 1-го этажа. Мне это как-то не особо понравилось. Я проложил трубы. Вот тоже стояк, это тоже вентиляция туда. И это стояк большой на санузел и комнату. Это в комнату жилую, которая здесь на 2-м этаже. Я трубу эту кинул на 2-й этаж, чтобы санузел запитать водой. И у меня там раковина, все такое, пока здесь на 1-м этаже как бы разруха. Вот. Трубы недорогие, там, не знаю, за 20 футов, может быть, долларов 8 они стоят в любом магазине. Инструмент я купил ручной за, может быть, долларов 60-70. Использую систему PAX-A. Здесь все очень просто. Труба инструментом расширяется, вставляется фитинг и оставляется. Там, через 20-30 минут труба обжимается от своей инерции, своей силой, и все герметично, круто. Очень круто. Я думаю, эти трубы будут стоять, может, лет 100. Где заказываете двери? Меняли ли окна в этом доме или планируете? Да, одно окно здесь менял. Здесь нестандартное в этой комнате жилой, нестандартное окно большое было. Я вообще случайно заменил. Я его сначала заколотил изнутри, чтобы ко мне вопросов не было с точки зрения администрации города. Потом ездил, покупал утеплитель и плиты OSB на маркетплейсе у мужика у одного существенно дешевле там, чем в Home Depot. И он говорит, у меня там всякие окна есть, может, что-то надо бесплатно. Он мне дал большое окно, вот это бесплатно, я его вставил сзади. Вот. И двери, большие двери новые покупаю в Минарте, там дешевле всего получается. Такие для клозета двери. Вот эти двери я взял 3 комплекта тоже на маркетплейсе по 15 долларов за дверь.
в Минарте, наверное, порядка, наверное, 150-180 долларов бы стоил комплект такой из 2 дверей. Вы сказали, что все в основном многое заказываете на Амазоне, вижу их логотип. Мгм. Что именно? Да не знаю, но весь инструмент заказывал, всякие, не знаю, ручки заказывал для дверей. Мгм. Ручки вот обычно для межкомнатных дверей Мгм. всё То заказывал есть там. все-таки они получаются дешевле, чем в том же Минарте и Америка это такая чудесная страна. Здесь надо понимать, где что можно взять, где можно попробовать экономическую выгоду извлечь, а где нет. И, например, я вот посмотрел аппарат для покраски, да, краскопульт безвоздушный. Он стоил в Home Depot порядка 700 долларов, как и в Амазоне. Вот. Я поехал там, взял. Ручки я посмотрел, ручки в 2 раза дешевле можно было на Амазоне взять. Я взял на Амазоне. Ну, то есть, друзья, делая флиппинг, надо понимать, что лучше всего комбинировать, получается, да, то есть не пользоваться, пока вот никто не сказал, что я пользовался только одним там поставщиком или подрядчиком. Да, Ну, это если есть время и какой-то ограниченный бюджет, ну, нет же смысла сюда вкладывать какие-то безумные деньги, самые лучшие материалы покупать и все такое. Вот, приходится лоббировать. Можно на маркетплейсе по доступной цене взять новый товар, у кого-то что-то оригинальное, там, какой-то инструмент, поэтому я сначала проверяю маркетплейс, может что-то интересное там будет. И если нет уже, то покупаю какой-то новый инструмент. Вот, там, газонокосилку я взял в Минарте, ветродуйку и триммер заказал на Амазоне. сразу рассказали про газоны. Вам поступал как штраф за Ну, непокошенный газон или вы его косите регулярно? мне, да, в прошлом году мне, когда дом стоял здесь бесхозный, заколоченный, на 200 долларов или 250 прислали штраф за то, что они косили как бы газон. Я его не оплатил. Я не знаю, где этот штраф. Я с ними общался, говорил, что это очень дорого, надо бы как-то скидки какие-то сделать. Они сказали, ладно, мы подумаем, и как-то все это забылось. Отметить, что вы уже не первый человек, кто упоминает, говорит о неких сложностях, что администрация, да, если дом долго стоит заброшенный, может иметь претензии, и также легко их снять, если они видят, что процесс пошел, да, если собственник занялся домом, там, покосил газон или начал ремонт. Поэтому не пугайтесь, да, если вы получили какой-то штраф, а вас нету, а дом стоит далеко, нет, просто свяжитесь с администрацией. Но No, in Russian. Денис, расскажите, что это за пристройка? Это не гараж, насколько я понимаю, это storage. нет, это вход в дом второй. То есть это... Я не знаю, как строился этот дом изначально. Как бы он выглядит так ступенчато, как будто идет, но нет, это полноценная жилая площадь. Здесь санузел, канализация городская, чугунная уходит в землю в просто, бейсменте. скорее всего, изначально был только та часть дома, а это уже Да, более... ну, период, дому да. 100 лет, может даже больше, там 900 какого-то года, может там в 50-х, 60-х пристроили, как бы все по кодам. Вот. Внутри нет никаких переходов, внутри это одно единое монолитное помещение. Насколько я понимаю, это соседний дом рядом с вами. Вы что-нибудь про него узнавали? Продается он? Что это? Просто довольно Это дом интересно. енота. Что это Ну, значит? там енот живет. Один? Ну, один, вроде бы один. Я не Откуда знаю. вы знаете, как Я из окна со второго этажа наблюдал, там живет один енот. замечательно? Да. Поэтому я его и называю дом енота. Я не знаю, Вот кто-то, такая вот жилплощадь если у захочет его животных в ремонтировать. США. Ну, это большой дом. Сильно большой, мне кажется, здесь много труда надо вложить. Да я планирую быстренько уже раскидаться здесь с этим домом и ехать в Пекин, потому что там просят начать. Поэтому мне максимально быстро надо вывести все средства свои, которые я вложил в этот дом, в квартиру в Чикаго, и начать заниматься тем домом, потому что на том проекте я хотел бы прилично заработать. Вот. Здесь, если дома были куплены вообще с другой целью, не для заработка, а для пассивного стабильного дохода, да, в нормальных районах, грубо говоря,
чтобы комфортно было людям жить длительный период, то тот дом, как я сказал, уже прям под ремонт непосредственно, под заработок. Поскольку у вас есть недвижимость и в Пиоре, и в Пекине, то есть и там вы бываете, что вам больше нравится? Пиория, Пекин, какие у них сходства, отличия? Пекин, он поменьше, это такой пригород Пиории в 20 минутах езды. Пекин-то это вообще лакшери. Ну, в смысле, дом, ну, относительно дорого, я купил же там. И продаваться он будет по большой стоимости. Там отличный neighborhood. Соседи живут по 30-40 лет там. Все друг друга знают. Тот дом вообще расположен на улице, которая пополам рассекает гольф-клуб. Вообще идеальная локация. Люди, которые приезжают туда, тот же вот электрик, который мне устанавливал здесь под счетчик коробку, там тоже устанавливал он же эту коробку. Он сказал, что вообще лакшери локация. Ну, а сами вы Поэтому прочувствовали это лакшери? Поиграли в гольф или какие-то другие? В Пекине красивое озеро в центре города, да? То есть это такое довольно живописное место. Что еще можете сами ну, сказать? сосед главный по этому нейборхуду, я не знаю, как его должность там называется, вот, он такой френдли дядька, 70 лет, сразу подошел ко мне, познакомился, я ему объяснил там свои планы, что буду вот летом восстанавливать этот дом, все буду в порядок приводить. Вот, он мне там бесплатно газон подстриг, приглашал меня в гольф поиграть, выпить виски. Ну, как бы я особо не согласился, дела есть. Вот. Но атмосфера очень дружеская, вот прям американская. То есть, если этот дом брать, это какой-то такой маст сегмент для Для какого-то аренды. пассивного заработка, да. Людей очень много, после ремонта дом будет выглядеть достаточно хорошо, комфортно, здесь будет и внутри находиться приятно, поэтому я думаю, проблем с сдачей этого дома не будет. То есть, вложить там небольшие деньги, купить этот дом и сдавать его, как бы неплохой вариант. А тот вариант в Пекине, мне кажется, для жизни очень, очень неплохо подойдет, потому что там спокойно, тихо, наверное, самый громкий звук это как по шарику для гольфа бьют клюшкой. Вот. Соседи все возрастные, адекватные, никто ко мне ни разу не подошел. Пока я мусор там вытаскиваю, оттуда 2 контейнера 30-ярдовых мусора увез, и еще 2 придется вывезти примерно. Вот. Соседи подходили, все здоровались, там знакомились, общались, спрашивали, никто там мне ни разу ничего не сказал. Соседний дом у меня ребята живут тоже в возрасте там порядка 55 лет, пара супружеская. Там мужик вообще достаточно веселый такой, на русском что-то пытался какие-то фразы говорить. Помогали мне совсем, там помогали. У нас общий забор как бы есть. И там высажены туи, ну, деревья такие, как бы, как забор из деревьев. Вот, и женщина вот эта спрашивала у меня разрешение, чтобы на моей территории убрать эти туи. Ну, не убрать туи, а под ними убрать листву старую, потому что дом 2 года стоял без собственника. Потому что, как я говорил уже, тrespassing это ну, серьезное преступление, и они без моего ведома как бы не могли даже на мой газон ходить. Вот, ну, как говорится, ответственные американцы. И я сказал, что сейчас сам все уберу, ну, не могу их просить, потому что как бы это же моя территория, моя ответственность, они без каких-либо сложностей, проблем дали какие-то грабли, пошли со мной вместе, все убрали, помогли мне. Ну, то есть очень хороший район тот район именно вот для хорошей, личной, состоятельной, обеспеченной жизни. Вот именно американская мечта. Мы в отдельном сюжете Там, покажем, там скажем так, район. лакшери в Пекине и как Денис будет ремонтировать его. Подписывайтесь на наш канал, где мы продолжаем брать интервью и делать обзоры бюджетной инвестиционной недвижимости в США, а также подпишитесь на наш закрытый телеграм-канал, где я регулярно, ежедневно выкладываю актуальные предложения под флиппинг в Иллинойсе.